Привет, Артем. Привет, Алекс. Сегодня мы, знаешь, почему собрались? Наверное, знаешь. Кроме того, что мы сделаем открытие твоего, бизнеса, вот маленького небольшого бизнеса, проекта, да? Я хотел тебе задать вообще вопросы. Вот в комментариях очень часто спрашивали люди, куда ты делся. Это, во-первых, вообще, я объясню, я сам, в общем-то, могу объяснить, чем он занимался. Это можно посмотреть на нашем фоне. Вот. И вообще хотел поговорить, вот для меня лично, дом, дом, для меня это, что-то, знаешь, среднее, самолет, да? Построить самолет. Ты не рассматриваешь такой вариант. Ты взял из-за лета просто построил дом. Домик. Домик. Послушай, домик, но это полностью под ключ. Ты своими руками построил. Я сам это видел, как ты делал это. Начиная, не знаю, от всего каркаса, всякие плитки, холодильники, кондиционеры. И самое главное, самое такое, что чему это придает статус небольшого бизнеса, это сауна. Банный Санта-Клаус. Как маленький. То есть получился это маленький такой банный комплекс. Маленький, да. Где ты этому учился? Как это вообще тебе в голову пришло? В голову пришло попробовать полностью самому первый раз. То есть учился-то я всю жизнь стройке, но в основном в качестве управляющего. Ты, значит, когда рабочие строили, ты подсматривал, как они Я плитку подсматривал и порой учил чему-то, потому что я хорошо знаю теорию, но практику полностью от и до я, естественно, не пробовал это делать именно практически. И некоторые вещи были совершенно новые, допустим, установка кондиционера. Но это YouTube. Я учился по YouTube, как это делать. Знаешь, это я сейчас вспомнил кадры. Помнишь, такие в 12 стульев были? Там, я забыл, кого он играл, Крамаров играл. Кто ж так строит? Кто-то? Иди отсюда, вот так строит. Помнишь это? Да. Кто так раствор кладет, а? Ты что, не видишь, что ты неровно кладешь? А? Ну-ка дай сюда, уйди отсюда. Уйди, чтобы я тебя вообще не видел. Смысл вообще этой постройки, для чего ты это сделал? Потому что за твоей спиной дом, огромный у тебя дом, в котором ты живешь, или ты просто построил, чтобы, когда приезжают к тебе гости, чтобы их не слышать? Тут двойственно. Во-первых, для гостей, да, это как гостевой домик. Не то, чтобы не слышать, но иногда гости хотят и уединиться. Во-вторых, мне просто это доставляло удовольствие построить. А я думаю, наоборот. Я думаю, это во-первых. Потому что я тебя видел с таким удовольствием, ты строил. Пусть, во-первых, это просто новый интересный опыт и доставляло это удовольствие. Хотелось попробовать, хотелось это сделать. Это даже не столько как для бизнеса, сколько для своего удовольствия было сделано. И в итоге, когда я это практически уже завершил, то бишь там осталось совсем мало что доделать, это в основном снаружи, навести лоск. У меня уже ходят мысли, что не очень я хочу всех сюда принимать. А я тебе говорил об и этом. Эксплуатировать это именно коммерчески. Я хочу это делать избранно. То есть я буду принимать сюда гостей, но не всех.
Это, слушай, это мне кто-то рассказывал, не знаю, правда это или нет, продажи автомобилей вот таких классов типа Ferrari, там Bugatti, вот такого класса, их не продают всем. Я не знаю, правда это или нет. Вот я когда работал с одним испанцем, вот у него было Ferrari, вот это он рассказывал. Как, за что купил, за то и продаю. Вот он говорил, что такие очень дорогие машины, просто придет вот какой-то наркобарон, ему не продадут. Ему, как вот это в банковской недвижимости, его спросят, откуда у тебя деньги, кто ты, чтобы ездить на нашей машине. Мы печемся за свою репутацию. Вот. Поэтому, вообще, я хочу, даже, знаешь как, я очень давно хочу снять видео на такую тему модульные дома. Очень давно. Я очень ищу, я то находил людей, которые соглашались, потом они почему-то соскакивали. Ну, то есть я знаю почему. То есть я могу сказать, потому что это мужчины призывного возраста из Украины, и они говорят, мы этим занимаемся, но, Алекс, извини, мы не можем в камеру это рассказать, потому что вот так. И ты сделал этот домик. И мне хочется узнать, вот они дешевле ли было купить модульный, вот модуль просто? Они же разные бывают. Бывают каркасные такой, не сборный, я имею в виду, а который привозят. Сегодня сделаем обзор, такой сравнительный обзор. Я давно не делал обзор недвижимости. Итак, эта квартира на 5-м этаже, рядом с площадью Пио-Досы в Аликанте. 3 спальни здесь. Так, чтобы я не забыл сразу. Цена 131 тысяча и 120 квадратных метров. Лифт и 3 спальни. И как бы здесь было раньше 4 спальни. Вот сделали 3, но как бы побольше. В каждой спальне есть выход на балкончик. По-моему, вообще хорошо. Это вот выгодно такие квартиры покупать, чтобы сдавать там студентам, да, по комнатам, я думаю. Потому что вот этот вот коридорчик, да, вот, который вы видите, вот коридорчик, вот, это хорошо, когда студенты на всех комнатах, дверях поставить замочки, вот, и сдавать по комнатам. Общая кухня, вот такая общая кухня, выходит во внутренний дворик. Как я вижу, вообще очень светлая квартира. Зал, ну, такой общий тоже зал, достаточно большой, кстати говоря, из него тоже можно было бы сделать какую-то, может быть, комнату или что. Вот. 5-й этаж, поэтому очень такое светлое помещение, светлая квартира. И это вот Пио-Досы, если вы знаете, это Каролинас Бахас. Здесь, ну, как можно сказать, второй центр Аликанте. Вот этот один из центральных районов. Здесь всякие банки, рестораны. В общем, эти люди здесь сами варятся в этом. Вот это вообще непонятно, для чего сделано. Ну, конечно, ремонт здесь такой, знаете, бабушкин. Вот, я не знаю, для себя ли, если ее покупать за 131 тысячу, ну, это как бы ее цена. Да, вот видите, это все очень древнее. Вот шкафы, вот телевизор такой принесли, наверное, с мусорки. Вот так вот здесь. Минус какой? Здесь не припаркуешься 100%. Здесь будешь круги нарезать. Это минус, да? Но, кстати говоря, вот одна комната с туалетом есть. Это суит, да, они сказали, что это суит. Если есть туалет, то это суит. Но балкончики есть везде. Знаете, какие? Такое все историческое. Ну, такая она аккуратненькая квартирка. Все, конечно, старое, да, все здесь старенькое, но аккуратное. Такое не разбитое. Я видел квартиры вообще разбитые. Вот. Это туалет и ванная такого общего пользования. Да, получается, вот что тут получается у нас. Это с туалетом и с ванной, и с балконом. Это с балконом, без туалета и ванной. И вот это вот тоже такая угловая квартира. Теперь поехали смотреть
следующую квартиру? С чем мы сравниваем? Но я думаю, что по стоимости будет одинаково. Вышло одинаково бы. Подобной площади. Единственное, что может быть даже это чуть подороже, потому что я там не экономил. Не экономил на деталях. Ну, значит, в модульном будет тогда качество похуже немножко. Ну, естественно, когда это на потоке, там нет смысла уделять столько внимания деталям. Ну да. Вот. А если это рассматривать, вот я тебя понимаю, я тебе сам говорил, что вот где ты живешь, как бы рядом это поток такой большой туристический, не очень приятно. А если все-таки рассматривать, где-то арендовать какое-то место красивое в горах и с красивым видом, либо купить это место и вот построить там десяточек, ну, путь 5, скажем, домиков таких или модульных. Ну, вообще, это моя давнешняя идея, такой эко-отель руральный. Вот. И вообще, это как бы первый блин. Я именно хотел посчитать весь проект. Сделать такой, чтобы он был удобный, чтобы он был легко возводимый просто, вот, комфортный как бы гостям, и посчитать полностью и отработать саму технологию, как он возводится. То есть, если я буду делать следующее, я уже знаю, как бы, что надо, когда надо и сколько надо. Да, у меня все это уже записано. Снимай сейчас. Ну вот смотри, Артем, откуда ты знаешь все вот эти вот электрические и как ты же не... То есть, правильно, получается, ты вот, когда его строил, ты докупал все время. То есть ты вот кончился, а теперь ты точно знаешь, что такого материала нужно столько-то. Его привез. Я не докупал, я каждый день докупал. Я его строил 3 месяца, и каждый день я как на работу ездил в магазин, а иногда даже 2 раза в день. А мог бы сэкономить все эти 3 месяца каждодневных поездок и один раз привезти? Да, если бы я знал, полностью, но у меня не было списка как бы всего, сколько и чего надо, а теперь я знаю. Слушай, а вот тебе не приходило в голову, например, сейчас ты прекрасно знаешь, сколько чего нужно, сколько по времени это длится и так далее. Просто вот вдруг сейчас люди обратятся к тебе: о, а у меня тоже задний двор есть, а там гектар свободный, и мне бы хотелось вот пару домиков. Не думал вот в эту сторону бизнес развивать, там, какую-то бригаду создать, научить людей и посылать их по всей Испании? Ну, ты же понимаешь, тут основное это люди. Основное это люди, потому что я могу сам сделать, я знаю, как сделать. Ты можешь раздвоиться. Но, естественно, я не могу это сам делать на потоке. Для этого нужны люди, а люди – это косяки. Ну, слушай, ну так тоже нельзя рассуждать. Если ты, понятно, ты сам это можешь сделать, но если тебе поступают заказы, ты же не можешь говорить: вот, я только сам делаю. Это вообще, ты тогда не бизнесмен, ты подмастерье, то есть ты мастер просто, который, ну как, ремесленник. Это ремесленник. Ремесленник, это же не бизнес тогда. Это не бизнес. Это такой штучный бизнес. Нет, конечно, можно собрать бригаду и как бы управлять и клепать. Научить. Да, научить, да, это возможно. Почему нет? Куда мы сейчас едем? Скажи, пожалуйста. Вот мы нашли 2 земельных участочка. Один с развалинами дома под восстановление, а другой с фургоном, с автодомом, как дачка. Вот, очень бюджетно и в красивом месте. Едем посмотреть. Ну, что там можно сделать, в принципе? Во-первых, это, скажи, это нельзя, не под строительство по документам, да? Да, сами земли не под строительство, но там уже есть развалины на одном, поэтому их можно восстановить. Но все равно это не будет легальная постройка. Будет легальная. Это уже будет легальная постройка.
А второй, который с автодомом? Ну, это автодом, он на колесах. Как сказать, это прицеп автодома, это Да. не с машины, да? Такая дачка на выходные. Ну вот почем первый и почем второй? Сейчас мы приедем, ты потом скажешь. 35 и 25. 35 это вот из камня дом недостроенный. Да, это каменные стены. И 25 это вот с этим, с прицепом. Кстати, по большому счету это недорого, потому что даже отдельно вот смотришь объявления, вот эти вот прицепы, они даже отдельно стоят от 7, от 5 и выше, там, до 15. Ну, конечно, это недорого совсем, и тем более это с большим участком земли, и это еще можно поторговать. Вот ты знаешь, вот я вот уже рассказывал вот как-то, я снимал видео, я рассказал вот о моих впечатлениях, да, как я здесь пожил, значит, здесь есть плюсы и минусы. Но для меня, для каждого же человека по-разному. А ты привык к каким-то вещам, какие-то вещи для меня не совсем приемлемые, вот, а тебе они вообще не важны. Например, море. Да? Мне нравится в море купаться, а ты там вообще пару раз в этом году искупался. Вот кто, ты думаешь, эти люди, которые вот хотят приезжать отдыхать в таком месте, в таком домике, может быть, на недельку, может быть, просто в конец 3 дня там фин-де-семана? Люди, которые устали от городской суеты и хотят отключиться полностью. Здесь тишину послушать. Да, послушать тишину, полюбоваться на звезды, посмотреть на горы. Здесь как раз это можно устроить. Релакс. А представляешь, вот так вот Новый год действительно, вот я просто про шапку твою, Новый год вот встретить. Я столько лет, я думал, как бы встретить Новый год как-то оригинально. И вот мне даже приходил в голову там путь Сантьяго. Это я для атмосферности отдел, потому что у тебя такие хорошие эти... Носочки. Хотел в пути, представляешь, ты настолько уже надоело вот это вот каждый год встречать Новый год за столом с оливье. А как ты встречаешь Новый год? За столом дома? Ну, всегда, лет, может, несколько, может, 5 назад, может, в каких-то там дискотеках, но это уже все, это уже неохота в дискотеках, все, что остается дома. А это, представляешь, вот как вот оригинально, вот так вот, под звездами, и смотреть вот на эти горы. Нарядить, кстати, новогоднее дерево, которое у тебя тут выросло недалеко. Да, но можно и не одно. Тут, пожалуйста, сколько хочешь, наряжай. Знаешь, вот я когда говорил про минусы, один из минусов – это то, что здесь такая дорога не очень комфортная. А потом этот же минус, он же получается и плюс, потому что сюда не каждый вот так легко заедет. Поэтому здесь нет такого трафика, здесь нет никого, просто технически не могут люди приехать. Ну как могут, но с трудностями. А, например, могут вот люди вот сюда не только, которые хотят уединиться, да, ну, понятно, какая-то пара там, да, парень с девушкой могут приехать и уединиться, это как бы классика, да, а люди, которые нравятся, вот как тебе нравится ходить в горы. Ну, это же, ну конечно. Это вот, ну, да. Это меньше как бы сужается, но все-таки много людей, которые по горам любят ходить, тем более здесь ты, у которого можно спросить, куда сходить. Но люди, которые нравится ходить в горы, люди, которые занимаются какими-то практиками, например, йогой, еще чем-то подобным, вот, вполне почему нет. Единственное, что я сюда компании не буду принимать. Но у тебя для этого другой есть бизнес. Для этого есть другой бизнес. Давай, скажу, у Артема есть еще вот до этого. Откуда вообще родилось это? Потому что Артем создал такое, ну как это даже назвать баней нельзя, это, наверное,
какой-то пансионат, что ли, я не знаю, да? Пансионат. Санаторий Дон Бернардо. Санаторий Дон Бернардо. Вот, он большой, туда могут приезжать несколько семей, да? И Да, вот те же до 10 эти человек. йоги. Да. Там, ну, йоги или кто там. Да, они приезжают периодически делать ретриты. Вот. А здесь исключительно для уединения. Тут для пар, ну, максимум 3 человека. Там, может, пара с ребенком или просто 3 человека. Но больше 3 это туда. Туда. Здесь ты будешь, ну, как бы в планах сдавать все вместе, да? Вместе с сауной, это Да, просто всё, сутки, да, всё вот вместе. как ты хотите. И в планах у тебя еще поставить джакузи, да? Ну, да. Не в ближних, но в планах есть. И вот второе, с чем мы сравниваем. Квартира 100 метров квадратных, приблизительно все. И 4 спальни. Это кухня, так себе кухонька. Да. Так, и здесь, да, это энтресуэлла. Ну, так скажем, чтобы понятно было, как первый этаж. Можно сказать, как первый этаж по-русски, как люди привыкли. Значит, вот первая кухня, по коридору первая кухня, сразу заходим в небольшой зал. Я так понимаю, это зал. Вот этот зал, он выходит на улицу, на которой фиг-два припаркуешься. Да? Ну, это от центра недалеко. В принципе, это от центра недалеко, но это вниз. Центр вниз, поэтому вниз вы будете спускаться, а домой вы будете подниматься. То, что неровная поверхность, это, конечно, минус. И два санузла. Один туалет и другой душ в разных местах. В душе туалета нет. Или есть? Нет, есть. В душ, это душ, значит, с туалетом, и есть отдельный туалет. И 4 спальни небольших. Вот это небольшие спальни, совсем маленькие. Сейчас они пустые, конечно, выглядят так более-менее. Но если сюда поставить шкафы, потому что встроенных шкафов нету. В первой квартире были встроенные шкафы, здесь их нет. Поэтому, когда их поставишь, и поставишь сюда, ну, кровать или что-то там, поставишь какие-то диваны, все это, конечно, вообще станет миниатюрным. Вот любят испанцы вот эти 2 комнаты. Ну зачем? Убрать одну, сделать спальню, но огромную, нормальную спальню, приятную. Но опять, мне вот в голову только приходит что с ними сделать. Это сдавать. Потому что вот эти вот 4, да, спальни. Ну опять, сдавать. Это либо по комнатам, либо, ну не знаю, сам бы я не стал так жить вот в такой квартире. Здесь надо вот эти вот все это менять, потому что здесь машины ездят, здесь все это будет слышно. Мотоциклы будут проезжать, у вас будет тик, как у меня был. Вот. Хотя в этом доме есть гараж, прихожая с окошком. Ну, прихожая нормальная, кстати. Вот тут как раз повесить что-то какие-то и все. Не знаю, стоит ли она 125 тысяч. Не знаю, может быть, поторговаться. Но, на мой взгляд, это дороговато. Да? Этот район, я покажу вот сейчас, какой район. И 100 метров нормально, конечно. Ну, вот наклеили. Ну, что это? Ну, вот что это? Сейчас сюда шкаф поставить и кровать поставить, и все. Просто зайти, еле дверь закроется. Ладно, скажите ваше мнение, какую бы квартиру вы выбрали. Я бы, конечно, выбрал первую, это просто даже не обсуждается, на мой взгляд. Ну, смотрите. Первая, она, конечно, немножечко подальше от центра. Какие еще плюсы найти? Я не знаю, какие еще плюсы найти. На мой взгляд, первая лучше. Ну, напишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы выбрали, да, потому что приблизительно вот цены похожие, ну и метраж похожий. То есть где-то владелец сказал, да, кто продает эту землю, сказал, что около 100 метров вот по этой дороге идти. Но вот мы сейчас проезжали мимо другого соседа, и он сказал, что больше 100 метров. Дорога так себе, конечно, уже машина здесь, ну какой-нибудь джип проедет. Вот.
но зато тишина и вокруг горы. И вообще очень, очень красивое место. И сверчки. Послушайте. Это вообще это для каких-то людей, которые просто супер отшельники. Да, даже не то, что как Артем, а это в квадрате Артем должен быть. Чтобы вообще спрятаться какой-нибудь человек, которого ищут все. Видишь уровень крыши? Да. А кирпичи даже привезли. Кирпичи свежие. Они очень свежие, мешки уже разложились. Ну и кирпичи нормальные. Его собирались устанавливать. Пойдем внутрь. Он черепица сложена. У него стены вообще в охрененном качестве. Тут только крышу сделай и отделывай. Окна вставляй. Ну, стеклопакеты есть уже. Да. Трехкамерный. Ай! Это старая постройка. А? Нет, это не старая постройка. Нет? Это не старая постройка. Это цемент. На цемент не строили. А почему же бросили тогда? Смотри, бетонные балки надохли. В старых постройках деревянные были. Это же основной вход здесь. Блять, у меня это обувь не соответствует. Там надо зайти. Я думаю, надо это книгу отзывов тебе написать, чтобы люди, вот, а я вообще рекомендую всем писать: хотим джакузи. Все, кто приедут, чтобы писали, что тюкали тебе. Потому что джакузи с таким видом мы обязательно сейчас посмотрим. А, кстати, в Бернардо есть книга отзывов бумажная. Да. А когда лучше, в какие месяцы вообще лучше вот такой туризм вот приезжать? Летом или зимой? Вот как ты сам думаешь? Ну, я думаю, кому как больше нравится. Мне больше нравится зимой. Мы когда были в ресторане вот горном, нам сказали официанты, мы спросили, а почему так? Ну, немного людей. Говорят, да, сейчас не сезон, лето, не сезон. Да, в августе. Говорят, летние месяцы – это пляжные месяцы. Вот когда зима начинается, вот весь туризм сюда, в горы, на природу. Там купаться нельзя уже. Да, мне тоже больше нравится зимой. Я, конечно, сегодня, как сказать, сделаю тест. Да. Вообще я люблю делать тесты, я люблю делать такие сравнительные продажи вот, недвижимости. Кстати, я вставлю сюда, вот я сделал это. И обязательно сделаю, протестирую твой домик, вообще как там будет холодно, будут ли по мне крысы бегать или тараканы. Мы летом делали тесты ресторанов вдали. Обязательно, надо вообще это продолжать, конечно. Потому что, ну, правда, люди же не знают, вот слушай, мы ходили как-то, можно сказать, по горам, это, ну, окологорные тропинки мы ходили, и как-то вдруг раз, мы идем такие, уже жажда у нас такая, все, по-моему, даже воды не было, и потом бац, какой-то ресторанчик, и мы заходим в ресторанчик такой, ой, знаете, такой атмосферный, такой горно-деревенский, такой, нам там наливают холодное пиво. Пиво, и по нему прямо как слеза комсомолки стекает. Да, ты запотевший, да. Такое все. Это прям как дар Божий, да? Вот. И об этих ресторанах, ну, кто узнает? Ну, как ты узнаешь? А если вот так мы сделаем этот обзор того же ресторана, или, я не знаю, каких-то мест вот таких красивых, потому что есть прям такое ошибочное мнение у людей, вот русскоговорящих людей. Испания обычно это для них, ну, Средиземное море и все.
побережье, и то не все. Это от Барселоны, наверное, до Торревьехи как максимум, и все. А когда я говорю, там Кадис есть, а когда я говорю, там еще там Малага и еще там и где-то есть, то, уж не говоря про Бискайский залив, если про север говорят Испания. Астуриас. Астуриас, это на какой стороне Германии? Да, или, ну, в общем, мало кто знает. А на самом деле и это север Испании вообще прекрасная часть это полуострова, да? Полуостров. Да. Вот, кстати, я пойду скоро. Надеюсь, я в конце месяца. Доходите свои да, у меня километры. 200 километров осталось. Знаешь, вот я хожу там в сауны, да, здесь в Испании, но вот этого не хватает. Вот этой атмосферы банной такой, да, вот к которой мы привыкли. Потому что здесь как бы есть это, да, это есть бальнеарио, да, но там как бы, там не принято есть. Не то, что не принято, там, ну, как бы тебе скажут, что нельзя. Мы даже с другом наливали в термос, мы, знаешь, как начинали просто чай, ну, чай наливали в термос, а потом начали туда добавлять егермастер. Ну, как-то со временем, да, и как-то каким-то образом нас заметили. Ну, мы не там же добавляли, но все равно нам говорили, здесь как-то не очень принято. Это вот, ну, водичку можешь с собой носить, а вот эти вот подозрительные термоса не надо. Но в общественных саунах в принципе ничего нельзя. Ничем пользоваться нельзя. И температуру надо контролировать. И воду поливать нельзя, а вдруг мазаться нельзя. Да, вдруг у кого-нибудь какая-нибудь аллергия. Да, эфирные масла использовать нельзя, только греться. Да. Сильно тоже температуру нельзя, потому что вдруг у кого-то давление. То есть получается все вот такое немножко light должно быть. А когда ты сам по себе, да, в своей сауне, ты, ну, лезь сколько хочешь, да, какой хочешь пар делай, там. Но на камни нельзя масло, по-моему, да, лить? Можно. Почему? Не, я имею в виду вообще по правилам, даже по банам, по-моему, там выделяется не очень это хорошо. Ну, с водой. Да? Но масло надо в воду лить, а воду уже можно на камни. На камни. Теперь я супер модный. Я тебе нитки дам с иголкой, у меня есть. Смотри, какая гера огромная. Тут полив даже есть. И, кстати, до деревни тут прям добраться быстро. Сейчас мы посмотрим еще один дом. Здесь зато подъезд есть. Никуда не надо, как в прошлый дом, подниматься по бездорожью. Здесь красивый вид. Красивый вид и дорога асфальтовая. Он тут закрыт. По-моему, что-то около 90 тысяч он стоит. Такой американский ранчо. С такими арками. Вот такой вид здесь. Не, ну сюда, в принципе, залезть-то можно. Там стекла. Там стекла, я вижу, да. Вон отсюда можно нормально, там нет колючек вот здесь. Не, ну здесь стекла, просто на них не наступать, вон и сюда можно просто не залазить, что туда. Там бассейн. Там бассейн еще есть? Ну иди вот отсюда, здесь нормально. Я не хочу по этим колючкам там. Там тропинка, нет колючек, говорю же тебе. А сколько этот дом у тебя вышел по деньгам? А я не считал. Не считал? Ну, я примерно, ну, у меня записано, но я не считал до копейки, я так примерно могу. Приблизительно, приблизительно 20 тысяч. 20 тысяч. Немного, так вот, если... Ну, Но модульный он также будет стоить. Модульный все равно дороже будет. Вот это сколько метраж здесь? так, сколько метраж? Сейчас я скажу, 6,5 на 400, ну, 30 квадратов.
Ой, это даже дешевле, чем 1000 за квадрат. Конечно. Ну, недорого. Нет, недорого. Моду. Ну подожди, ты же без работы считаешь сейчас. Ты просто... Ну, конечно, я считаю материалы. Материалы, интересно. Работа еще столько же приблизительно. Поэтому, не знаю, ну, стоит, вот ты можешь приблизительно сказать, какая будет рентабельность? Не, ну, приблизительно работу, допустим, можно оценить также массу-менус. Вот я его делал 3 месяца один. Причем, если бы я его делал каждый день, ну, как на работу, каждый рабочий день, я бы его сделал за 2 месяца. Потому что там больше времени было ожидание каких-то материалов, которые заказывал, и которые приходят, или там надо ехать за да, или там фиеста, сиеста и вообще отпуск в августе. Да. Вот. Поэтому если скомпоновать вот по рабочим дням, вот, допустим, я выходил бы на работу и 8 часов как бы каждый рабочий день работал, это бы было 2, ну, может быть, чуть больше, 2,5 там месяца. Ну, приблизительно. Вот. И взять зарплату среднюю, среднюю зарплату, как бы в месяце 24 рабочих дня. Да. Вот, допустим, средняя зарплата, если 80 где-то в день, то это 2000 в месяц получает рабочий. Да. Вот, соответственно, 2 месяца это 4000, ну, 2,5 – 5000. 5000. Вот 5000. 25 получается. Да, 25 получается с работы. Ну, да. Так, в общем. 25. Я знаешь, что хочу сказать? Вот просто я хочу посчитать, потому что если мы вот часто говорим про какие-то бизнес-инвестиции, да, я часто делаю вот обзоры квартир, например, и вот я делал обзор, опять же, я вот вставлю. Эта квартира, она там в центре, ну, в одном из центральных районов, и она так неплохо бы из нее сдавать по комнатам. Ну, потому что там в каждой комнате есть балкончик, все. Она там стоит, по-моему, около 130, ну, примерно такие деньги. Я сейчас не помню. Вот. Сколько она будет приносить? Ну, пусть каждая комната, там их 3, что ли, 4, по 500, грубо говоря. 2000, да, при вложении 130. Вот такое твое изобретение сколько может приносить? Чисто приблизительно. Ну, чисто приблизительно, я считал, если не напрягаться и не эксплуатировать его как бы в коммерческую, ну, в полную нагрузку, да, избирательно, то 2000 в месяц это вот легко. Это легко. Но тут важно место. Место тут определяющее, естественно. Но в квартире тоже, извините. Да. Она, послушай, там 130, там посчитай, сколько таких домиков можно построить. Но ты же не забывай, что у тебя это твоя территория. А если человек хочет, ну, если запланировал, сейчас смотрит, запланировал поставить там 5-10 домиков таких, это же дом, где-то надо найти хорошую землю, подвести все это. У тебя здесь все подведено, электричество, вода, вот, все это есть. Да, это главное. Это тоже надо это главное, да. И если это эксплуатировать как полноценный бизнес, то в Испании везде проблема с разрешениями, с лицензиями. Как бы сложно уговорить, чтобы разрешили там поставить 5 домиков и сделать какой-нибудь эко-отель. Но это что-то из района фантастики. И главное, и нет людей, специалистов даже нет, которые тебе скажут. Да, и никто не знает, как это делать. Попробуйте, возьми, купи, а потом это все и не пойдет. Привези нам Санта. Как это называется? Антидепрессанты. С Новым годом! А вот эта тропинка ведет в сауну. Так, да? Мы сейчас оттуда пойдем. Вот такие вот здесь хоромы у Артема.
А что, по большому счету, что еще нужно? Да? Вот такая вот комнатка. Большая кровать. Тишина. Красивый вид. Приятный человек рядом. И в сауну. А после сауны вот сюда бухнуться и смотреть проектор. Проектор работает? Вот. Картины какие здесь эротические. Вот какая. Ну ладно. А ужин у нас будет пивной, да? Пойдем париться. Пойдем. Потому что уже становится холодно. Да. И будем тестировать твою баню. Окей.